Меня зовут Елена Бакланова. Мы с мужем путешествуем в нашем доме на колесах, который носит гордое имя Тюмень. Дорогие друзья, я представляю наш экипаж, город Тюмень. Тюмень, по определению нашего бывшего губернатора господина Собянина, а теперь губернатора Москвы, лучший город Земли. Каждый человек, наверное, отправляясь в любое путешествие на любом виде транспорта, отвечает на 3 вопроса. Те, кто любит тюленинг, это, конечно, Черногория. Там можно встать просто в 10 метрах от берега моря. Открываем, в какой большой прекрасной России мы живем. Валдай – это, конечно, просто сказка, просто песня. Особенно музей колокольного звона. Уникальный музей в России. Их вообще можно по пальцам пересчитать. Это способ передвижения один из лучших с точки зрения эпидемии. Степень расхода тоже варьируется очень широко. Нужно тоже понимать это. Нужно понимать, что с человеком в замкнутом пространстве находишься сутками. Вот. Если вы готовы с любимым человеком общаться сутками и не один день, и если вам это комфортно, это для вас. Передвижение и то, во что ты погружаешься, это есть твой выбор. А он может быть самым разным. И меня этот быт тоже не напрягает. То есть я стараюсь в любой ситуации, сохранять покой и находить позитивные моменты. Куда бы ты ни поехал, ты возьмешь все равно себя с собой. В настоящее время я уже практически не работаю, могу позволить себе с мужем моим любимым путешествовать. На это мероприятие мы попали, узнав о приглашении протоиерея Владимира. Мы на таком мероприятии 2-й раз. Были в прошлом году на Донской лозе, а до этого участвовали в небольших таких сборах на нашем региональном уровне. Для Урала из Сибири, Дальнего Востока. Вот ребята стоят здесь из Перми. В Тюмени у нас есть горячие источники, и мы периодически собираемся небольшой группой на горячих источниках. Вы знаете, я сейчас человек уже такой не шумливый, но мне было интересное место. Вообще мы до путешествия сюда побывали в Санкт-Петербурге. Мне очень нравится подбор канала культуры, который называется «Гений места». То есть, побывав в Новгороде и попытаясь понять, откуда пошла вообще Русь, земля русская, вот хотелось посмотреть еще город со своей большой и с другой историей, потому что если, Бог ведет нашу страну, каждый регион, и мое убеждение, что у каждого города есть свое лицо, своя душа и своя судьба. То есть формат вот такого города тоже интересен. Вообще, ставя перед собой задачу, каждый человек, наверное, отправляясь в любое путешествие на любом виде транспорта, отвечает на 3 вопроса. Если каждый человек ответит на 3 вопроса, зачем он едет, потом уже куда он едет, с кем он едет, и если все это будет оправдано, то поездка, наверное, будет наполняющая душу и сердце. Для меня на первом месте, конечно, стоят вопрос, как говорят святые отцы, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. То есть для меня очень интересно посещение святых мест. Вот. Ну и работа моя последняя была связана, я работала в сфере паломничества. На 2-м месте у меня, конечно, посещение родственников. В Петербурге мы посещали мою маму с братом. И на 3-м месте уже, конечно, это с кем? С моим любимым мужем. А уже когда и куда, это уже прилагаемо. Этой идеей поделился младший брат моего мужа. Он завтра должен подъехать тоже сюда. Он первый приобрел дом. И первая наша поездка была она такая комбинированная. Мужчины у нас гнали 2 каравана из Тюмени в Мюнхен. А мы, женщины и детей летели в Мюнхен. И в Мюнхене брали еще 2 каравана, дом на колесах. Я вот в техническом отношении могу немножко выразиться неправильно. И мы попробовали. То есть, когда люди спрашивают, хорошо или плохо, это очень индивидуально.
Нужно просто взять один раз и попробовать. Вот такая проба состоялась у нас в Мюнхене. И мы поездили по Европе, по замкам и поняли преимущества такого вида проведения времени. Ну, я в последнее время не очень люблю тюленинг, но, конечно, меня поразил кемпинг в Черногории, потому что сейчас немного мест и в Европе, и в России. Это те, кто любит тюленинг, это, конечно, Черногория, там можно встать просто в 10 метрах от берега моря. Второе место, это, конечно, Голубицкое у нас в России. Там тоже можно встать совершенно вот на пляже. Но это для тех, кто любит солнце, море. А кто любит попутешествовать с какой-то информационной такой наполняемостью, конечно, вот COVID имеет свои негативные последствия, но и к позитиву этой нашей последней эпидемии можно отнести то, что мы открываем, в какой большой прекрасной России мы живем. И наши дети, вот ваши ровесники уже выросли, они в основном проводили отпуск там в Турции, где-то там в Эмиратах. А сейчас они, может быть, все-таки откроют для себя вот гений места всех наших регионов. Это и Сибирь, и Дальний Восток, и средняя полоса России, конечно же, Золотое кольцо, и пригороды Петербурга. Петербург нельзя рассматривать как город и столицу каменный цветок. Ее можно рассматривать только с точки зрения Ленобласть, Санкт-Петербург и пригороды. То есть, чтобы понять какой-то регион, народ, быт, язык, жизнь, нужно немножко вот погрузиться. Поэтому кому что интересно. Но вот сейчас я просто бы вернулась в каждое место. Мы сначала были на Белогорье, это вот не доезжая Великой Перми, Белогорский мужской монастырь. Это красивейшие места, богатейший ландшафт, замечательная архитектура. Потом, конечно, меня покорил Валдай. Я была впервые на Валдае, как-то вот мы его проскакиваем всегда по М11. Валдай – это, конечно, просто сказка, просто песня. Особенно музей колокольного звона. Уникальный музей в России. Их вообще можно по пальцам пересчитать. Но Петербург, не ограничиваясь самим городом. Ну вот сейчас Великий Новгород, поэтому везде можно вернуться. К сожалению или к счастью, ну так получилось, что первая волна не затронула как-то близких мне людей. Во второй волне мы потеряли многих хороших людей, близких, знакомых. Лично на караванинг никак это не повлияло, потому что это способ передвижения один из лучших с точки зрения эпидемии. Здесь и барьеры, и 1,5 метра, и все там, что хотите. Кроме того, что я вам скажу, что сейчас возникли проблемы с приобретением караванов, на них уже идет запись. И в прошлом году я была очень удивлена, как выросла суточная сумма за прокат караванеров в том же Петербурге. В прошлом году летом у нас составило 12 тысяч в день, поэтому пользуется популярностью, значит. Я уже останавливалась немножко на этой теме, что если мы едем неспешно по России, а темп передвижения с точки зрения даже биомеханики человека, он очень интересен. Если вы летите на самолете, организм испытывает стресс. Если вы едете на поезде, примерно за сутки меняя часовой пояс, то организм стресс не испытывает. Поэтому для меня это не составляет никакой проблемы. В более медленном темпе, передвигаясь по России, можно открыть очень много замечательных тем и мест. Просто еще исходя из того, что мы уже имели опыт, поэтому какой-то, может быть, знаете, верхний такой сливочный интерес к Европе я уже испытала. Может быть, это больше проблема молодежи, которая там, допустим, не бывала. Поэтому для них это может быть какой-то негативный такой момент, негативный в этом моменте. Да вы знаете, как-то Бог милостив, никаких там у нас не было таких вещей, не случалось, негатива не было. Самый длинный маршрут, самое длинное расстояние, это у нас была поездка Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Черногория,
соответственно, Тюмень 10 тысяч чем-то там километров. То есть вот достаточно длительная такая вот это была. Она отличалась тем, что она была во временном отношении, в географическом и в пробеге довольно такая напряженная. Точно до дня не скажу, но где-то 1,5 месяца. На мой взгляд, это очень личностный подход. То есть я вижу свой минус личностный в том, что я не водитель. То есть я знаю семьи, например, где 2 водителя. То есть это мужчине намного легче водить машину. Я совершенно чемодан без ручки, который грузит, переставляет. Вот это минус, поэтому мы не ездим ночами. Ну, в принципе, так. Поэтому и мужчина, который за рулем, он должен получать удовольствие, и он должен любить машину. У меня муж водит машину уже 40 лет, там, 41 год, и у него практически не было нарушений, поэтому он это дело любит, и ему это нравится. Я даже знаю более молодых людей, в более молодом возрасте, которые водят машину по обязанности. Наверное, это не их вид отдыха. Ну, есть такие мужчины, которые по обязанности возят детей, там ездят на работу. То есть они себя изнемогают. Вот. Так же, как и у женщины. Есть, например, леди, которые очень любят там туалеты, шопинги, очень любят спа-салоны. То есть в этом отношении, наверное, караванинг для крайних любителей вот этих направлений тоже. Вот. Но опять всегда спрашивают о сумме расходов. Я считаю, что это тоже очень личное дело. Кто-то, допустим, едет от точки до точки и, допустим, питание быт организует там в ресторане 4+, вот. А кто-то, допустим, постоянно вот на костре что-то там жарит, парит. Поэтому степень расхода тоже варьируется очень широко. Нужно тоже понимать это. Я опять же про поколение. Мы выросли в такие годы, когда сначала заграница была закрыта, потом мы ездили туда в командировки, а сейчас потом мы покупали большие дома. Был такой момент, когда хотелось себе и детям там что-то прикупить, квартиру, дачу, дом и так далее. Этот вариант подойдет любознательным людям, людям, стремящимся и купающимся в отношении с близким человеком. Нужно понимать, что с человеком в замкнутом пространстве находишься сутками. То есть многие молодые пары сейчас там очень модные теории там какого-то там самовыгорания, там еще что-то, какой-то такой белиберды. Вот. Если вы готовы с любимым человеком общаться сутками и не один день, и если вам это комфортно, это для вас. Вот. И как бы соотносить свои финансовые, эмоциональные возможности. Как говорили китайцы, самая сложная наука – это наука познания себя. А преподобный Амвросий, вот тут Оптинская пустынь в Козельске находится, он говорил так: «Зри в себя, и будет с тебя». Поэтому это можно понять только самопогружением, самовосприятием. И многие люди любят, ну не тюленинг, но они любят, например, путешествия, лечит Бог и природа. Кто-то по монастырям ездит, кто-то по красивым озерам. У меня есть знакомые, которые снимают очень красивые фильмы про горы, потому что они в молодости были там, они альпинисты, вот. Это их стихия. То есть, понимаете, как передвижение и то, что, во что ты погружаешься, это есть твой выбор. А он может быть самым разным. Быт для меня это просто отпуск, потому что я не отношусь к женщинам, которые все время моют, убирают и готовят. Поэтому здесь пространство очень органично и ограничено. Поэтому для меня это просто роскошь, что требуется мало времени посещать этому быту. Поэтому вот бытовая сторона вопроса меня никогда не напрягала в любой ситуации. Я иногда, имея квартиру в Петербурге, ночевала с группой паломников в комнате Новодевичьего монастыря на 30 коек.
И меня этот быт тоже не напрягает. То есть я стараюсь в любой ситуации, ну, как бы сохранять покой и находить позитивные моменты. Кто-то из великих говорил, куда бы ты ни... Александр Македонский, куда бы ты ни поехал, ты возьмешь все равно себя с собой. Поэтому вот возьмите то, что, без чего вы не можете обойтись. Если вы какие-то банальные вещи забыли, это сейчас вообще не проблема. Вы подъезжаете к любому гипермаркету и приобретаете какую-то ерунду. Это вообще не проблема. Вот это бытовая сторона. Ну вот, а с точки зрения гардероба, например, это тоже опыт. В любой поездке женщина, особенно, она должна подбирать одежду по принципу капусты. Ну, что это, женщины знают, о чем я говорю. Ну, наверное, это та же триада. Главное определить зачем, второе куда и с кем. Вот если это все выстроится, то все будет замечательно. Каждый город интересен по-своему. В этом можно убеждаться столько раз, сколько городов на свете. Поражает неповторимость каждого внешнего облика, особенностей внутренней жизни. Путешествуйте, познавайте, наслаждайтесь. Всего вам самого доброго, ангела-хранителя. Приезжайте в любимый мой город Тюмень, первый город за камнем.